Всем привет, с вами Сава, вы на канале Team Spirit MLBB. Сегодня с вами поговорим о пиках и банах, как на турнире, так и в просто рейтинге. По поводу драфта, в первую очередь, стоит отметить, что драфт сильно решает, но в рейтинге и на турнирах сильно отличаются драфты, но в рейтинге решает, насколько вы хорошо играете на том или ином персонаже, соответственно, драфт решает, но не прям супер сильно. Также можно отметить, что если супер крутые челики будут играть не на метовых персах, то они могут обыграть менее опытных игроков на более метовых персах. А я бы в процентном, наверное, сделал 80/20, то есть 20 драфт, и это очень много, на самом деле, 20% драфт и 80% отыгрыш и все остальное. По поводу турнирных игр и турнирного драфта и, соответственно, просто в вашем рейтинге. Также просто в вашем рейтинге там драфт будет делиться на фулку, трио и соло. Сразу отмечу, что соло абсолютно не рекомендую играть. Да, тяжело найти друзей, тяжело найти кого-то, с кем играть, но обязательно это нужно делать, потому что соло это просто ужасно. То есть вы просто будете там что-то плавать на 50 плюс ВР, максимум 55. Ну, это ваша судьба, скажем так, будет. Рекомендую найти хоть кого-либо. Просто, я не знаю, камень найдите и играйте с камнем хотя бы. Трипле рекомендую всегда брать, просто абсолютно всегда нужно брать быка за рога, соответственно, всегда челик должен быть из триплы на дамаге хотя бы одном. Этот дамаг может быть что на маге, что на голде, что на экспе даже там бывают дамагеры, всякие чичи. И, очевидно, в лес дамагер может быть. Соответственно, кто-то один из вас должен играть именно на дамаге. Не на просто саппорте, то есть, например, там пикнуть мага типа Джусинь, которая не дамажит, а именно нужен дамаг. Если у вас не будет дамага, соответственно, будет тяжело выиграть, вы просто будете рассчитывать на рандомов, которые на дамаге, соответственно, будут. А может и они будут не дамаги, вы впятером просто будете не на дамаге, тоже такая себе история. Так вот, это вы должны быть на дамаге, должен быть танк. То есть, когда вы втроем будете играть все трое на дамаге, тоже плохо. То есть, один должен быть танк и второй должен быть дамаг. Третий что угодно может быть. Но обычно рекомендую просто, чтобы закрывать дыры, которые у вас образуются, на пиках. То есть, например, там один рандом говорит, я играю только на Лейле, второй говорит, я играю только на Джонсоне. Один, соответственно, пойдет на голду, второй на роум, и вы просто закрываете дыры в плане, что какой роли не хватает, ту и выбираете уже. Более или менее надо отыграть будет. Как-то так. В конкретном примере, то есть если Джонсон, Роум и Лейла голдовая, у вас танк, очевидно, будет на экспе. То есть на экспу рекомендую там какую-нибудь хильду, что-то поплотнее, просто нужен танк. То есть чтобы ваша трипла была как маленькая команда, скажем так, маленькая пятерка, и чтобы вы были не зависимы от рандомов, скажем так. В фулках это уже чуть более адекватно и похоже что-то на игру, потому что там вы просто от противного отталкиваетесь, то есть у вас два рандома, и вы никак не можете контролировать, какие рандомы вам попадаются. То есть в фулке уже вы все контролируете, все 5 игроков, практически всегда, и если вам там плюс-минус везет, вы контролируете, кто у вас играет с вами. И в ФК не встанут. Соответственно, там уже нормальная игра, там уже можно рассуждать о каких-то стратегиях драфта, типа контрпикать и так далее и тому подобное. Как-то оппонента там мониторить, то есть если вы там в друзьях, у вас есть куча игроков крутых, и они в поиске, и вы находите с ними игру, и вы, скорее всего, против них, то там уже можно и контрпикать, банить их мейнов, забирать их мейнов, пытаться как-то обыграть. На драфте уже начинаю. Что пикать, типа сигнатурных героев или турнирную мету, я максимальный приверженец сигнатурных героев, потому что все-таки трио, фулка и даже если там дуо, соло, скорее всего, вы довольно-таки далеки от киберспорта, и, соответственно, у вас там есть некие проблемы по отыгрышу на многих персах. Но также есть какие-то персы, на которых вы хорошо играете, соответственно, берите именно этих персов и прогрессируйте, апайтесь, базово старайтесь подметить различные мелочи на других персонажах, и благодаря чему вы сможете в будущем, возможно, на этих персах тоже их добавить в пул и играть еще и на этих персах. Соответственно, что пикать сигнатурки или турнирную мету, очевидно, сигнатурки. Желательно, чтобы эта сигнатурка не была ханаби всякая и прочие классные персонажи, которые есть в игре. Вот. Нужно отталкиваться от ваших сигнатурок, но не настолько жестко, чтобы там вообще какой-то отвратительный персонаж был, на котором 100% все базово знают, что вы там будете якорем. На примере нашей игры на турике Rise of Legends, 5-й сезон от Bad Boom против фриктов, посмотрим наши турнирные пики и разберемся, соответственно, что тут по пикам и по банам. У нас ФП, сразу можно отмечать, во-первых, тут турнирное лобби, не как в рейтинге у вас, поэтому сильно отличаться будет пики-баны.
и в целом системы этого всего в мозгу некие переключатели делаем, то что тут лобби определенное и пикается и банится немножечко по определенным образом. То есть сначала один бан у нас, потом у них, потом у нас, потом у нас. Так трижды, и, соответственно, дальше мы ФП. Что нам дает ФП и даблпик? ФП нам дает выбор, очевидно, первого перса. Это все по факту. То есть больше ничего нам не дает ФП, и дальше только минусы, и, соответственно, эти минусы — это плюсы даблпика. В чем плюсы даблпика? Во-первых, на одну имбу вы можете забрать 2. Это если вы баните, и оппонент банит так себе, там не сильно много имбовых персов. Соответственно, вы 2 имбы можете взять сразу. И также главные ключевые плюсы даблпика — это то, что у вас закрывающий пик перед последними 2 банами. И 4-й пик тоже ваш первый, и вы пикаете первыми и перед банами. И перед банами вторыми пикаете, и после вторых банов тоже вы первыми пикаете. И дополнением к этому плюсу еще последний пик, самый последний вообще на драфте, также у даблпика. Вот, ну у ФП не прям так все ужасно, а то, возможно, сложилось такое впечатление, потому что, во-первых, это выбор первого перса, это очень важно, на мой взгляд. Супер имбу спокойно можно пикать, и более или менее имбовых персов можно добанивать, соответственно, тут 2 имбы не будет, и остается все только вот по минусам и плюсам ФП и даблпика. Ну и непосредственно переходим теперь к самим пикам. Баним Матильду, мы пока не хотим на ней играть, то есть у нас все хорошо с ней, мы просто ее убираем, не хотим пока что с ней играть, спокойно можем себе позволить это. Чувствуем и с ней уверенно себя, и можем тут что-то поэкспериментировать, скажем так, на оппонентах. Но отдавать Матильду чуть не хотим, поэтому просто инстабан. Против нас банится Фанни, у нас есть мейнер Фанни, довольно неприятный персонаж. Старт просто как серп может косить оппонентов, соответственно, в нужных руках Фанни очень сильная, соответственно, если у вас нету Фанни, скорее всего, придется ее банить, чтобы просто не мешало играть. Ну и, соответственно, у них, скорее всего, ее нету, они банят Фанни. Дальше мы баним Джой, просто метовый персонаж, не супер имба, но стоит забанить, стоит отмечать этого перса. Некоторые даже ставят в ранг супер имбы Джойку, соответственно, ну, точно стоит обращать внимание на Джой. Далее банится супер имба на голде Харит от оппонента. Дальше уже идет не по имбе, не от предпочтения, а просто потому что Харит супер имба, нужно с ним считаться. Мы баним Грыжу, потому что у нас уже все понятно, на что идет размены, обмены, какой будет ФП и что мы отдаем. Ну, то есть в данном случае Суё открыт еще, и Джусинь еще открыто. Либо этого перса, мы точно заберем все на ФП, и мы даем выбор нашему оппоненту, типа, что хотите делаем, парни. Либо отдаем Джусинь, либо Суё, и либо это мы себе забираем. Они выбирают просто забанить одно из зол и себе не забрать крутого перса, имбалансного. Они банят одну имбу, и, соответственно, мы получаем всего лишь одну. Если бы мы Грыжу не забанили, соответственно, 3 имбалансных перса было бы открыто, и тогда вот эта фишечка работала, что я говорил, плюсы даблпика. Мы взяли бы одну супер имбу, там, условно, Грыжу или Джусинь или Суё, они взяли 2. Поэтому, необходимо банить тут на 3-й закрывающим баном сильного перса крутого, чтобы не было размена неприятного. А Суё на Джусинь спокойно 1 на 1 можем разменяться. Дальше они пикают Хильду, Кусаку. Я не знаю, с чем связан данный выбор персонажей. Ну, на мой взгляд, это ошибка, так нельзя делать, потому что если вы берете сразу 2 плотных персов на экспу и на роум, соответственно, понятно уже 2 ваши линии 100% какие будут. Мало того, их дальше можно контрпикать, против них как-то отыгрывать, и уже понятно, какие персы не будут пикаться, которые неприятные и так далее и тому подобное. В данном случае вы прекрасно понимаете, что нету неприятных персонажей в роум. Чу, Халида, которые очень сильные на старте, и, соответственно, нету сильного старта на миде. На миде можно что-то пассивнее брать, на лейт, и благодаря этому в лейте вы будете себя более комфортно чувствовать. Ну, в данном случае мы выбираем Ив просто очень сильная, она и в лейте, и на старте, и в середине, везде. На старте чуть слабенькая, но в любом случае, даже если бы тут пикали ультра-агрессивный старт, Ив пикалась бы, потому что Ив просто очень метовая, соответственно, опять же, рекомендую Ив к пику сейчас в мете. Дальше пикается Фоюс, просто контрпиком Хильды, очень приятный, тимфайтный. Дальше мы не супер контрпикаем, просто на лайте пикаются, выбираются приятные персы для нас, и в целом уже драфт строится от ФП. То есть от плюса first пика. Суё был выбран первым пиком, и дальше просто все будут прыгать, танцевать под его дудку, грубо говоря. То есть мы просто пикаем саппорта ближе к лейту, Суё, поскольку стартовик, и Фовиус плюс-минус тимфайтный, и черепахи выигрывает объекты, то есть лорды еще. Ну и в целом приятный пик против Хильды. Небольшой контрпик. Они выбирают Беатрис. Я не знаю, просто Беатрис. Ну вот, вот Беатрис и все. Я не знаю их логику, но в целом выбор АДК на 3-й неплохая стратегия в пиках на даблпик. Почему? Потому что вы выбираете себе керри,
И дальше вы на вторые баны будете банить 2 керри. Ну, можете так делать. Это в целом стратегия, скажем так, такая. То есть пикнуть себе фастиком АДК и 2 забанить, а оппонент не может, ну, ничего делать по керри, поскольку ему нужно пикнуть керри, и в целом ему нет смысла пикнуть керри. Это я разбирал, если на 4-й пик себе оставлять АДК. Соответственно, если ты на 3-й берешь, то, очевидно, ФП не нужно банить АДК, потому что тут уже АДК есть. Но в целом плюс-минус вот такая логика, что побыстрее себе взять АДК и 2 забанить, которые неприятные будут. Ну и, соответственно, скажем так, более такой простой драфт и максимально понятный, скажем так, все уже на виду, все понятно. 100% на 2 роумер экспа есть, 100% пикнулась голда, остается лесник, остается саппорт. То есть, ну, других вариков нету. То есть максимально простой, простенький драфт справа какой-то. Лучше так не делать на туриках, особенно мировых. Там вас за это будут наказывать, потому что к вам просто будут готовиться и шаблоны даже делать будут, как против вас двигаться, когда вы пикнули вот так. То есть не только по драфту подготовиться, так еще и дальше углубляться, и еще и по игре можно подготовиться. Дальше у нас после пика Беатрис завершающие баны. У нас нету роума, они банят Гатот Хилоса, 2 роума. У них нету лесника, мы баним сигнатурный Ханзо для них, и Хаябуса просто нам плюс-минус неприятен, что в Суёшке немножечко, и в лейте будет неприятно очень сильно Ив. 1 сигнатурка, 2 хороший персонаж в мете сейчас, лесник. Они плюс-минус тоже моих сигнатурок банят на роум, но у нас не было плана их пикать, в целом у нас на турике нету плана их пикать, поэтому бессмысленные баны по факту от них. Но они этого, очевидно, не знали, соответственно, плюс-минус неплохие для них баны. Шаблонный драфт идет справа. Дальше они на 4-й себе пикают первыми после банов альфу инста-лесника себе. Это означает, что они хотят посмотреть, ну, наши последние 2 пика, ну и допикать себе последним саппортом в данном случае, потому что уже все остальные роли будут пикнуты. Остается саппорт, которого хочет посмотреть саппорт, типа, что ему пикнуть. Соответственно, мы дальше допикиваем не сигнатурных абсолютно персов для нас, то есть для Хикана тут ван-ван. Я не думаю, что в турике на международном мы бы пикнули ван-ван, то есть тут, опять же, можем себе позволить вот так пикнуть. Вам не рекомендую, наверное, ван-ван вообще пикать, она не особо сейчас в мете, просто ему понравилось тут плюс-минус, и можно пикнуть ее, пикнули ее. Чуханчик мы просто вводим в пул наш командный, скажем так, на роум Чухана. То есть это для нас плюс-минус новый персонаж на эту позицию, который уже неоднократно пытаемся ввести. И вот на этом турике мы планируем его ввести до конца уже для нас. Ну и, соответственно, хороший роумер, просто агрессивный на миде, стандартный, ничего особо не меняет, потому что уже драфт почти завершился, и, соответственно, все понятно, плюс-минус, остаются просто последние пики. Мы допикиваем Чухана плюс ван-ван, они допикивают Сицилиона. Что еще важно отметить, я думаю, то, что Хильда старт, Кусака плюс-минус старт, инициатор, Хильда больше тимфайтный, с Лужей будет обязательно играть. Иногда играют со спринтом, но у нас в регионе принято с хилкой играть, поэтому можно уже заведомо говорить, что с Лужей. Беатрис лейт, старт слабенький, Альфа супер сильный старт, лейт ультра слабенький, и Сицилион также на лейт, старт ультра слабенький. То есть, что имеем 2 лейта, остальное все плюс-минус на старт нацелено. У нас супер старт, лейт, и такой, типа, ни туда, ни сюда, плюс-минус средняя стадия и лейт. Вот. Но самое главное, что у нас один явно выраженный лейт, и все остальное плюс-минус на старт. То есть Суё-Чу на старт, Фовиус на объекты, то есть и в лейте, и на старте хорош. Ну и ван-ван такая, типа, не особо метовый пик. Вторая наша игра на этот день против форзов. Опять у нас ФП, не знаю, мы там все монетки выигрываем, видимо. И мы опять имеем ФП, опять дабл, опять все то же самое, плюсы и минусы. Это никогда не меняется. Сразу переходим непосредственно к пикам. Опять баним Матильду, та же самая логика. Они банят Джусинь, супер имбу сразу убрали. Дальше мы стандартненько убираем Джойку. Ну, по той же логике, что и в той игре. То есть ничего сверхъестественного, просто шаблонные драфты. Тут используем плюс-минус. Дальше они добанивают лойку, метовый маг. И неприятный очень, то есть ломает макро очень сильно. Забанили, мы ее особо не хотели пикать, но забанили и забанили. Мы добавим супер имбу на Gold Lane, и опять образуется та же самая схема, что и в первой игре, то есть мы размениваем 1 на 1 супер имбу и просто выбираем супер имбу, которая нам приятнее будет. То есть это Грыжа и Суё остаются. Ну, еще Фанни, но там есть некие нюансики. Оппонент должен играть на этом персе, самый сложный герой в игре. И, соответственно, ну, есть нюансы, то, что отыграет ли оппонент. Мы-то понятно, что отыграем, но учитывая тот факт, что оппонент может не отыграть на этом персе, для нас менее приоритетным становится этот пик. Соответственно, по факту остается 2 супер имбы, это Суё
на котором супер просто отыграть, и Грыжа. Фанни убираем из супер имп, но на самом деле она там тоже есть. Так вот, Грыжа, Суё, и одного из них мы забирали бы. Соответственно, они так не хотят, банят одну супер имбу, отдают нам опять супер имбу Суё, плюс-минус считают, что они получают в размен за это Фанни, плюс-минус так и есть, но важно опять же, чтобы чел отыграл, который будет играть на Фанни. На мой взгляд, в этой игре Фанни не доиграла, и по факту все по плану нашему было, то есть там можно было гораздо лучше отыграть на Фанни. Допикали к Фанни Гатота, плюс-минус сигнатурный мой пик был лет 100 назад, ну и на чемпионате мира тоже я его любил достаточно сильно, но опять же на этот турик у нас не было никаких планов на таких моих сигнатурных обычных персов, соответственно, на мой взгляд, можно было и позже пикнуть. Ну ладно, пикнули на старте, небольшая ошибка, но в целом плюс-минус сойдет, не как в первом драфте, что там инста пикнули экспу и роума и все, драфт все. По факту, ну не то чтобы испорчен, а слишком простой. Чересчур простой. Тут пикнули роум плюс лесника. Опять же, все понятно, кто куда пойдет. То есть Фанни пойдет в лес, и, скорее всего, это роум Гатот. Потому что экспового Гатота особо никто не любит в нашем регионе. Но все равно Гатот более или менее флексовый. И плюс танка второго еще не видно. То есть, опять же, пикни вот Фовиуса сюда, инста-ив залетает, и все печально. Тут и так залетела инста-ив, даже без Фовиуса даблпиком, но просто очень метовый баг, соответственно, мы пикаем ив, и если бы тут был Фовиус, Гатот Фовиус, то ив бы контрпикал уже сразу их пик, и Гатота, и Фовиуса. Чхана пикаем, потому что уже, плюс-минус должны команды понимать, что для нас это приоритетный пик, и мы стали его пораньше забирать, чтобы агрессивный старт был ив, просто потому что, опять же, метовый маг, и просто поэтому все. То есть очень метовый маг и очень сильный. Тут нет никаких объяснений других, кроме как просто очень сильный саппорт, который чуть ли не в каждой игре имеет место быть. Они дальше допикивают Фовиуса. На мой взгляд, максимальная ошибка, потому что, опять же, разбирал до этого, то, что если готов Фовиус пикать, то ив их контрит. По итогу они допикивают его на третий Фовиуса, и ив их контрит. То есть она продолжает их контрит, несмотря на то, когда бы ты не пикнул этого перса. То есть именно этого перса она жестко контрит. Там либо фликер надо брать, чтобы выходить из ультимейта ив, либо ты умираешь. То есть тебя замедляют, и там дальше подтягиваются тиммейты и убивают его. Дальше они банят эксповиков, потому что пикнули рано Фовиуса, рано пикнули экспу, соответственно, просто проходят по эксповикам. У нас нету экспы, соответственно, они просто рассчитывают слепо то, что это Чухан 100% роум, хотя у нас он есть и на экспу. Но тут они правы, мы ничего не особо не придумываем, просто пришли выиграть в этот день катки, плохой день был, на мой взгляд, сумбурный. Поэтому у нас тут не было особо замысловатых страток. Банят экспу, окей, хильда 100% плохой бан. Да, на старт, у нас старт и так сильный, боятся немножечко старта, но хильду не надо банить, потому что у тебя Фовиус, у тебя плюс-минус контрпик для хильды. Опять же, не прям нулище, но очень неприятно. Не настолько неприятно Фовиус против хильды. Соответственно, хильда плохой бан, на мой взгляд. У нас саппорт пикнут, опять же, плюс-минус примитивная довольно-таки логика. Пикнул саппорт, у них нет саппорта, банишь два саппорта. Фарамист неприятен Чухану будет любой инициации. Бадан довольно метовый, нормальный бан. Очень неприятен всяким Фанни, сбивает тросы, джойком, забивает прыжки. Короче, очень неприятный перс, поэтому окей, бан хороший. И Валя просто сильный старт был бы у них, но в целом плюс-минус как будто имеет место быть тут Валя. Для Фанни можно Валю реально убрать, то есть Фанни плюс Валя, плюс еще и Гатот. Хороший довольно-таки мид будет, но как будто можно было и оставить. Валя точно спорный бан, тут знак вопроса можно ставить. Фара отличный бан. Они допикивают АДК сразу после банов пиков. У нас нету АДК, это та стратка, опять же, мельком упоминалась на первом разборе драфта. Москву взяли, очень сигнатурный, приятный персонаж для данного игрока. В целом нас устраивает это. Просто будет с очищением уже в голове делается, потому что против Чу. Но кардинально ничего не меняет по драфтам. У нас допикивается просто плюс-минус некий контрпик для Фовиуса, Хилос с лужей за медлом и Беатрис. То есть Хикану опять, как и в прошлой игре, по факту на прошлом разборе драфта, что-то нужно допикать, просто допикиваем и все. То есть просто лишь бы на чем-то там дамажил, убивал. В какой-то момент игры, очевидно, мы рассчитываем на него, но глобально особо не рассчитываем тут на него, потому что тут все зависит от вот этих трех пиков по факту. То есть Суё должен высушить старт, первые 7 минут просто пылесосить все и везде должен, а эти два человечка должны ему максимально много всего создать. То есть саппорт плюс роум. Хилос, очевидно, эксповик на объектах подключается постоянно. Иногда даже забивает на пачку и подключается просто. Соответственно, вся игра строится тут по факту на 4 вот этих персонажах. И Хикам просто на каком-то плюс-минус дамаге, чтобы фармить и в какой-то момент
подключаться. Опять же, сигнатурный для него персонаж, соответственно, ну, не прям что угодно пикает, но и особо ничего не меняет. Last Pick опять саппорт, как и в предыдущем драфте. Хочет посмотреть на все наши пики и пикается Виксана. На мой взгляд, опять бесполезно отданный Last Pick. Как будто бы АДК лучше Last Pickать было, потому что все-таки АДК, скорее всего, тут может перевернуть ход событий у них. Саппорт точно не может ничего тут поменять, на мой взгляд, потому что это Виксана. То есть, что вы ждете от Виксаны? Что она игру выиграет, по 5 лорда кинет? Ну нет, конечно. Опять же, весь этот драфт под вопросом, как и первый. В их драфте Гатот плюс-минус саппортящий Роун, довольно танковый, но слабая инициация. Фанни ультра сильный старт, но нужно реализовать. В данной игре она не на максимум будет реализована. Лейт отвратительный и очень тяжело реализуемый. Фовиус на объектах хорош, и в лейте, и на старте, но у нас есть неприятные для него пики, что Хилос, что Ив. А Москва чисто лейт. Все стадии игры для этого перса очень тяжелые, поэтому, не знаю, отвратительный пик максимально. Но сигнатурный, поэтому плюс-минус it's okay. Виксана максимальный саппорт, но нужно максимально обмазываться под нее контролем. Типа Кусаки, Тигрила, Чухана. Соответственно, тут такого нету. Тут есть Гатот со слабым контролем и не особо хороший, опять же, пик Виксаны, на мой взгляд. Полы и тут только Москва, но в целом приемлемо. То есть максимально много тимфайта и Москва. Неприятно только то, что Виксане довольно тяжело контроль свой выдать. У нас суперсильный стартовик, опять же, Суё, Чухан контроль, сильный старт и флейт. Беатрис лейт, Хилос лютый старт. Довольно примитивное тут тоже все, то есть я инициирую, Хилос тимфайт наибольший, старт и лейт. Ну, и плюс-минус старт, то есть учитывая какие сейчас маги, и довольно стартовый маг. В том плане, что выигрывает довольно много количества разменов по ХП. Если вы перекидываетесь какими-либо скиллами, то ив много каких разменов выигрывает, соответственно, отчасти ив можно относить к стартовикам. Ну, например, опять же, с той же Виксаной, если сравнивать, то Ив как будто более стартовый маг. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным, и вы хоть чему-то научились. И, соответственно, болейте, продолжайте за Team Spirit.